Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Лев. Расклад Таро. Что случится? Что произойдет до конца февраля? Давайте с вами узнаем, что ожидать. Этот расклад я решила сделать, несколько более срочно, обычно в самом конце месяца, но здесь я смещаю график, и именно потому, что вторая половина февраля очень знаковая, богата на планетарные транзиты. По сути, время перемен, в котором мы с вами живем. И поэтому самое главное, перемены мы эти не можем отменить, и будем добрее к самим себе, будем милосерднее к своей душе. Жизнь не бывает полностью предсказуема и порой напоминает игру в покер. Иногда приходится блефовать, но чаще выигрывать той картой, которая выпала, тем, что на руках. Вот давайте рассмотрим советы карт с позиции позитивной психологии и позитивного мышления. Достанем несколько карт. Первое, что случится, что произойдет до конца февраля. Что вас удивит, мои дорогие львы, или что будет для вас неожиданно? Может быть, это с чем-то связано, с конкретным делом или с персоной? И к чему все идет? Или чему приготовиться? Четвертая карта. Что скоро изменится? И я допускаю, что тут и внезапные какие-то могут быть перемены для кого-то из вас. Неожиданно что-то изменится. И что будет дальше, как это продолжится? И достанем карту «Совет». Совет от карт. Итак, давайте будем смотреть. Ого! Вот так вот нам сразу говорят, тут и неожиданно, тут и внезапно, как и новости, так и люди. Все же, когда колесо фортуны выпадает, эта фортуна сейчас на вашей стороне. Это могут быть и случаи, события, важные новости, которые вы будете слышать. Это могут быть и люди. Здесь может быть такая метаморфоза, когда вы будете менять мнение о чем-то или о ком-то. Конечно, карта говорит, не теряй времени даром, потому что вот сейчас у вас удачный момент. Как и разобраться, может быть, в сложной ситуации, ну и порадоваться за себя не без этого. И самое главное, будет, видимо, в течение вот этих дней последующих, а это буквально со дня на день уже у нас середина начинается, и у нас знаковое число первое, это 14 февраля, Сатурн в Овне, 16-го. Туда же присоединяется и Нептун. То есть вот две противоположные по энергиям планеты. Сатурн, мы знаем, это планета дисциплины, порядка, законности, иерархии. А Нептун, там нет никаких границ. Это больше жизнь через ощущения. Вот как возвышенное и земное. Соединяются 16 февраля. Идем дальше. 17-го у нас новолуние. Новолуние здесь особенное, когда мы закрываем и какие-то гештальты и строим планы на будущее. Но также 17 февраля – это у нас начало Нового года, года лошади, мои дорогие, и одновременно солнечное затмение. И помимо солнечного затмения, которое откроет коридор затмений, будет длиться аж по 3 марта. У нас очень много других будет интересных моментов. И в конце месяца, как петля Меркурия, то есть ретро-Меркурий. Вот почему, для чего я все это говорю, чтобы вы прочувствовали. Тут именно, знаете, как перемены у вас витают в воздухе. Поэтому часто по этой карте мы говорим, что не упусти момент. Ты сегодня, если у тебя родилась идея, переложи ее на практику. Подумай, как ты тут что с этим определишься, или хотя бы попробуй. Потому что если ты себе скажешь, Лев, не, вот буду думать завтра, а завтра уже как будто энергия поменялась. А тут каждый день он очень насыщенный. То есть мы проживаем каждый день как целая эпоха. Так что же там случится или произойдет для вас? Ну, у кого-то будут тема это отношения, может быть и взаимоотношения, какая-то дружба. Возможно, это связано даже с работой колесо фортуны. Для кого-то возможность примириться, договориться, сюрпризы, подарки, неожиданные знаки внимания, мои дорогие львы. Правда, вот это все может быть. Тут явно есть какая-то тема, когда, наверное, сама судьба за вас радуется. Да это точно, смотрите как. Всегда карта шанса, туз пентаклей. Конечно, у кого-то более прозаически получение денег, что само по себе тоже хорошо. Но это может быть получение предложения. Предложение по работе или, может быть, и получение какой-то важной бумаги. Все-таки колесо фортуны для вас, и это правда, потому что вы должны как на плату выйти к середине лета.
ну вот так вот скажем, середина года. И когда Юпитер будет в вашем знаке зодиака, это время делать карьеру, это строить именно какие-то амбициозные планы. Ну вот, может быть, до этого даже периода и конец февраля – это правильные ориентиры вы берете, с чем-то разбираетесь. Тут явно есть какая-то история по шестерке кубков, которая, может быть, именно личная, с ней надо как будто разобраться. Но я здесь допускаю, что период может нам вернуть некоторую дружбу. Может быть, придется совершить важные переговоры, да, дипломатические, а у кого-то это будет необходимость в этих переговорах, потому что именно хочется занять должность, построить карьеру, заработать больше денег. Фортуна вам помогает как и с деньгами, так и в жизни личной. Вот что случится, произойдет. Ну, давайте вторую карту. Что вас удивит или будет для вас внезапно, неожиданно? Карта умеренности. Вы знаете, вас тут может удивить, что придется держать баланс какой-то. Вы можете себе как бы удивиться сами, что в другой бы, может быть, день или в другой бы случай, похожий, вы бы реагировали как-то по-другому. Здесь может быть также и какая-то ситуация, к примеру, конкретный человек, когда вы ожидали, что от этого человека последуют, ну, какие-то активные действия, а от него ничего не последовало, и вас это удивит. Вот у кого-то это правда может совпасть, потому что тогда вы будете менять какой-то план, да, вот нам буквально Паш Пентаклей карту рассматривает, топография, то есть имеется в виду, собирались что-то продолжать, а здесь мы задумаемся, а надо ли. Для кого-то из вас вопросы, может быть, станут именно с поездкой, переездом, или пусть это будет как-то связано с работой, командировки. У кого-то это может быть неожиданное известие, все же пажи это вестники, а для кого-то одновременно с известием или важным решением вы надумаете проходить курсы какие-то. Вот для вас, наверное, основная тема не случайно колесо фортуны. Как выйти из прошлого оцепенения. Очень наглядно нам показывает карту вот именно то место, где вас уже нет, да? Вот это прошлое, оно уже не имеет значения. И вот эти разлитые чернила, да, как пятна на постели, которые мы знаем, чернила невозможно отстирать. Где-то это вот тройка мечей, как аллегория того израненного сердца здесь. Сердце только как аффирмация, да, и оно не болеет нам, как будто уже все равно. Отболело, отгорело. И вот эти как три жирных точки, три мяча, когда мы не одну точку, а три точки ставим. Вот вы, может быть, по разным направлениям будете с чем-то определяться. И вас это может удивить, что раньше, вот даже эмоционально, и быть для вас неожиданно. Раньше бы вы как-то по-другому э, на переговоры, допустим, или разговоры с конкретным человеком, на важные встречи, или какая-то ситуация по работе, вы бы реагировали более эмоционально, а теперь вам никак. Вот в этом ваша сильная позиция, когда вас не зацепишь, но и с другой стороны, какой-то печальный опыт вам дает правильные подсказки, куда не нужно, да? И здесь, правда, по королеве кубков это может быть какой-то человек, который, ну, может быть, и близкий человек, у кого-то буквально человек, который рожден под знаком зодиака, стихии воды, может быть, рыба, рак, скорпион. И, кстати, у него там тоже, он вам может сообщить или принести эту весть о том, что он что-то для себя решил. Или решил, что он как будто жить будет по-другому, меняет образ жизни, может быть, меняет работу. Но какие-то перемены тут могут быть, и для вас они неожиданны. Вот такой вариант тоже примите к сведению. Когда вы это не инициировали, вы слышите от людей или от контактных лиц, которые в вашей жизни вам важны, или вы вместе какое-то соучастие принимали в конкретном вопросе. Может быть, это у кого-то по части, правда, личной жизни. У кого-то прежние, может быть, связи, прежняя дружба. Но явно вы будете смотреть на все это вот так вот дипломатично и, хочется сказать, хитро прищурившись. Ну, давай рассказывай, я теперь послушаю. Между тем-то баланс вы держите. А почему вам удается это удержать? Не цепляет. Вот не проживаем мы заново какие-то эмоции, потому что уже все как будто понятно. Значит, какие-то точки над «и» у вас все-таки действительно будут расставлены. Когда она, знаете, вот я скажу, вас что может удивить или быть для вас неожиданным? Какая-то, знаете, как мозоль любимая, да, или какой-то пункт, какая-то заноза, который именно вас
держала, вот понимаете, как на крючке, эмоциональном как минимум. Вот это отступает. Давайте посмотрим, а что же будет дальше, к чему приготовиться или к чему это все идет. Ну, мне тут нечего сказать. Карта Солнца. Вот вам действительно фортуна помогает для того, чтобы вы какую-то траекторию для себя более четкую уже сформировали, по крайней мере, ментально, написали какой-то, может быть, и план. Карта Солнца – это выбор правильного направления, поэтому у кого-то это может быть связано напрямую с работой. Но я не исключаю, у кого-то работы и отношения, например, да, или какая-то дружба, или любимое дело, то, чем вам нравится заниматься. Но смотрите, то, с чем вы определяетесь, для вас знаковый период, мои дорогие любимые львы, потому что вы как будто почти до конца года, ведь я часто говорю, 6-8 месяцев по этой карте. Так вот, вы до конца февраля определяете свои приоритеты. В чем вы будете участвовать, а в чем нет. Какую дорогу вы изберете, какие отношения вы изберете, или какую форму для себя, да, какой имидж вы на себя примерите и в котором вы останетесь. Вот здесь все вопросы эти важны. По сути дела, дорога к счастью, к изобилию, процветанию, к новому качеству жизни. Но еще нам предстоит до конца года совершить много маневров, но определяетесь вы именно до конца февраля. Будьте внимательны, мои дорогие. Давайте мы узнаем, а что же скоро изменится, а возможно резко, неожиданно. Есть какая-то тема, когда вам себя приходится защищать буквально. И защита это не имеется в виду какая-то конфронтация. Нет, вы накопили уже достаточно сил, но и карта нам говорит. У тебя будет лев обязательно, какой-то пункт, когда, может быть, человек изменил свое мнение, человек, может быть, после долгой паузы что-то решил, а вы за это время уже ворох мыслей успели, ну, перелопатить, будем говорить, да, или ворох какой-то информации. В итоге вы сами по себе, вне зависимости от того, кто там что решил, вы как будто раньше примите решение. А следом могут поступать какие-то предложения, какие-то новости. И для вас это может быть где-то вот эти перемены, они тоже неожиданны в людях. И вы будете думать, а надо мне в этом участвовать или нет. Ведь очень часто девятка по нумерологии – это как преддверие перемен, это как состояние между прошлым и будущим. И она говорит о том, что да, силы ты накопил, пока ты какое-то время словно вынужден был быть сам по себе. Но зато теперь тебе это дает приоритет всерьез задуматься, а нужно ли тебе что-то продолжать. Потому что искусство мелких шагов, но шаги-то эти в очень правильном направлении. И всегда по девятке жезлов есть какая-то задумка, дело, тема, когда вы должны себе сказать: «Я сделал все, что мог». Вот очень важная фраза. Так что же изменится? Что? Или что будет для вас скоро? А вы знаете, с вами могут спорить. Вас могут пытаться как взять на эмоции. А вот вас удивит, что да, вот мы говорили с вами, а мне все равно. Ну вот хоть ты вывернись, наверное, наизнанку. Ваша сильная позиция, мои дорогие любимые львы, в том, что вы не проживаете какую-то эмоцию заново. И для вас это очень сильная позиция тем, что вас невозможно подцепить на какие-то слова или на обещания, мои дорогие. Именно вы будете, ну, как-то очень спокойно, хладнокровно, по-философски относиться к тому, а вокруг вас, кстати, будет много споров, то есть вокруг вас какая-то заверуха это точно будет. Или, ну, что-то вот люди, может быть, так вот себя ведут. И я не исключаю, что дело даже не в людях, а может быть на работе ситуация, когда меняется руководство, меняются графики. Ну, соответственно, с новыми событиями, переменами, изменениями, и люди тут в приподнятом, да, условно настроении находятся. А вы можете удивиться даже тому, что а вас это не цепляет. Вот правда. Для вас тут, то есть сами по себе перемены не только в воздухе, а когда. Вот смотрите, если, как бы это странно ни звучало, мои дорогие львы, в то время, когда вокруг все будут ссориться, суетиться, или пусть не ссориться, а пусть это даже на работе, да, какая-то вот именно конфронтация, один другому что-то доказывает, есть несогласие с руководителями. И вот пусть они там разбираются, как хотят, а ваша сильная позиция будет в том, что вы сумеете договориться.
Вот именно через, знаете, высшую октаву в дипломатии вы для себя получаете бонусы. Старший аркан влюбленная тоже нам напоминает о том, что это не вами инициировано, это именно то, что складывается вокруг вас. Но ваша сильная позиция в невозмутимости. Вы так умеете, правда, держать марку. Но и осанку тоже при любых поворотах. Так вот, вокруг вас тут будут самые разные повороты. Вам могут даже люди приносить какую-то информацию, да, или говорить о том, что я увольняюсь, к примеру. Пусть идут. Вот пусть идут все. Понимаете, чем больше тут как будто, может быть, даже по судьбе, чем больше или лучше вокруг вас освобождается пространство, тогда просто знайте, что вам не только фортуна, вам судьба сама помогает. Поэтому не пытайтесь как бы противодействие какое-то, потому что вы можете не видеть некоторые события или словно то, что у нас прописано, да, в нашей книге судьбы. И вот сейчас каким-то таким непривиальным методом судьба может для вас расчищать дорожку, а как только вы включитесь, даже если вас уговаривают, да, принять участие в каком-то споре или, ну, может быть, и быть этим третейским судьей, да, вот старайтесь философски максимальный нейтралитет, потому что тут я могу предположить, что ситуация какая-то вокруг вас, она закончится сама по себе. Но вам нужно иметь контакты с, может быть, коллективом противоборствующих или с людьми разными, с людьми, которые обладают разными ресурсами и одновременно обладают разным мнением. Ну вот, чтобы не получилось так, двое дерутся, виноват третий. Вот в данном случае пусть двое дерутся, ну, условно говоря, да, если уже они, ну, буквально сцепились, будем говорить. Но вот то, что могут быть конфликты, правда, причем это не ваше, а это тут самый, наверное, основной риск не втянуться в вам, мои дорогие. И если у вас это получается, ведь это карта дипломатии, по сути дела, да, и мудрости. Сепарация только иллюзия, поэтому тут что-то не будет разделено. Ну так вот, имеется в виду, что для вас как раз договариваться – это ваша как сильная сторона. И это договариваться – это не значит, что уговаривать противоборствующие стороны. Пока двое выясняют, вы можете путь наверх совершить, понимаете? Вы можете занять более сильную позицию, потому что, ну, даже в любом деле, ту же самую работу, да, если, ну, где-то это больше не согласие не лично ваше, а чье-то. Но поэтому не поднимайте перчатку даже в словесной дуэли, потому что дважды, трижды вам это как будто помогает. Что будет дальше, что будет продолжено? Карта такая, 4 кубков. Вот смотрите, что-то быстро, вот знаете, будет тот момент, когда это как ваше решение или какой-то поворотный момент, который с обстоятельствами вокруг вас. Но все-таки, видимо, до конца февраля, а может быть еще и в марте, сомнения все-таки они вас будут одолевать. Что будет дальше? Вот эти в конечном итоге, может быть, это пока у нас коридор затмений до 3 марта. Вот запросто. Мы пока тут с чем-то не разберемся окончательно или не получим достоверную информацию. Мы можем сомневаться, но уже как будто судьба вам подает кубок, однако он совершенно другой стороны. Вот что будет продолжено. До конца февраля вам могут приходить неожиданные предложения. Вы будете слышать какие-то неожиданные обстоятельства, может быть, да, или об обстоятельствах. И вам как-то с этим нужно, ну, по крайней мере, переложить на свою жизнь, каким образом это событие оказывает влияние на мою жизнь. Тут вот нельзя оставлять без такого вопроса самому себе или самой себе, потому что как будто вот этот кубок, который принес, да, вот служка, мы должны увидеть и взять, понимаете? Тут сама судьба дает какой-то альтернативный вариант. И этот вариант – окончание какого-то жизненного лабиринта. Где-то все то, что я долго говорила, эта карта подтверждает, и это уже то, что дальше. А что же еще у вас будет дальше? Смотрите, вы можете столкнуться с человеком, действительно, который с вами спорит. Иногда это конкретно по работе, если вы занимаете какой-то ответственный пост, или пусть это даже вы руководитель небольшого звена. Иногда проходят проверяющие, какие-то неожиданные визитеры, и в этом тоже, как ни странно, ваша сила.
И, может быть, там кто-то будет элементарно бояться, дрожать. Есть такое, бывает. Все это неожиданно, да. К нам едет ревизор. Вот, может быть, и правда что-то такое. А вот ваша сильная позиция, вашей невозмутимости, вы можете даже до конца февраля как будто узнать себя даже с тех сторон. Вот именно силы вашего характера, о которых вы не подозревали. Потому что вот умеренности, да, вот хитро так прищурившись. Ну, так нам прорисовали Таро ведьмочек. Один глаз прикрыт, а второй наблюдает. Так вот, между прочим, стоя на ноге. Держит нирвану, баланс. И это для вас вот и заканчивается какой-то лабиринт. Значит, тут, скажем так, что будет дальше? Вам еще предстоит проявить свои лидерские качества в каком-то не самом простом вопросе, мои дорогие, правда. Когда именно через договоренности, через умение держать марку, вы завоюете внимание, уважение, и как-то вот это солнце, я так могу предположить, будет с этим связано. Давайте откроем совет от карт. Вот всегда пятерка пентаклей – это карта недостатка. И здесь недостатка два. Первое – недостаток финансов и взаимопонимания. Вот вам нужно держать, наверное, эти два пункта постоянно, ну вот как основное направление, если хотите. Поэтому для того, чтобы вот, как, знаете, какой-то квантовый прыжок сделать, да, или, ну, изменить качество жизни. Поэтому мы уходим от конфликтов и правильное обращение с деньгами. Но давайте мы проясним, потому что по одной карте тут у кого-то из вас весть будет добрая, правда. Может быть, это то, что вы... Давайте еще открою, потому что для кого-то эта карта будет свидетельствовать именно о том. Вот добрая же следом вышла за пятеркой. Это добрые вести, Паш, вестник. И кубков – это то, что вас радует. Хотя для кого-то весть от детей. Ну, или какая-то новость, которая вам приятна. Поэтому, может быть, это шаг за шагом вы как выходите из какого-то замкнутого круга. Вам конкретно может помочь человек. Может быть, по королеве Пентакли это тот человек, который рожден под знаком зодиака стихии Земли. Телец, Дева, Козерог. Иногда, или асцендент. Иногда по этой карте проходят наши близкие. Наша семья. Кто-то из родственников. Вот такое тоже может быть. Но я должна сказать, мы ведь смотрим на совет. Это та, которая рассчитывает сама на себя. Я вижу так, что вы сумеете стабилизировать любую ситуацию. Но основное это, наверное, вы сами. Это ваши взаимоотношения с кем-либо. И это финансовая победа какая-то у вас должна произойти. И это вот именно будет зависеть целиком и полностью от вас. Потому что королева Пентакли, помимо помощи, все-таки это больше как совет, это вам примерить на себя такие энергии. Поэтому правильно, может быть, с деньгами вам придется разобраться. Возможно, для кого-то из вас будет как рассмотрение дополнительного источника заработка. И если есть такая возможность, или, ну, понимаете, работу не оставлю, потому что это основной способ дохода. Ну, или, может быть, это у кого-то даже не работа, а просто какие-то стипендии, может быть, выплаты государственные, да. Тут у кого что, то тогда все равно он понимает, что ну как-то по финансам узковато, маловато, кольчушка, нужно дополнительный заработок, то кто-то из вас именно примется за то, что будете искать или пробовать себя, может быть, в каком-то виде творчества, я это тоже не исключаю, потому что творческий процесс по этой карте королевы Пентакли тоже проходит. Но это та, которая умеет из любого, вот если мы называем, да, заноза, да, или недостаток, вот умеет отстроить благополучие королевы Пентакли. Вот что-то подобное. И это, знаете, все важно. И вопросы работы, и вопросы финансов, и взаимоотношений. Вот для королевы Пентакли она умеет гармонизировать. Вот где-то и вам, приготовьтесь, придется, может быть, и по работе, а может быть, и по личной жизни. Давайте я вот смотрю на эти две карты, и мне очень хочется все же достать дополнительную. Ведь мы это спросили, что будет дальше. А для вас-то вот какое продолжение следует? Какие для льва перспективы? К радости, туз кубков. Вот правда, постепенно, шаг за шагом. Знаете, где-то свои сильные стороны, мои дорогие львы. Знаете, когда отпустить, а когда и держаться, может быть, да? Потому что все равно, вот посмотрите, две позитивные карты, когда и стабилизация, даже какой-то путаницы у нас происходит.
так и умение договориться. Мы как раз об этом говорили. Когда все, вот судьба для вас не случайно колесо фортуны и солнце. Выстраивает ту траекторию, которая для вас, ну, наиболее предпочтительна. Поэтому не корите себя, что если, допустим, что-то вот вы не можете осуществить прямо сейчас. Судьбе как будто виднее, да? Как для вас, как вас провести словно, взяв за руку по той дорожке, которая для вас наиболее предпочтительна. Даже если иногда нам приходится действительно держаться, просто хотя бы потому, что люди окружают разные. Ну, вот есть поговорка: умная такая собака лает, караван идет. Вот вам, мои дорогие, вот как тому каравану, своим путем, своей дорогой. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые львы, а я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за ваши добрые искренние комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте мои публикации, я все ссылки оставлю в описании под видео, особенно последние статьи. Это как петля реальности. Вот я как раз все эти транзиты, о которых я вкратце сказала, я прописала. Вот прочитайте, подсказок будет больше. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.